Глава 110. Ши Цинсюань больше не подал голоса. Селянь, понимая, что дело приняло дурной оборот, продолжал звать: «Ваше превосходительство! Что с вами? Вы еще здесь? Что произошло? Почему вы не отвечаете?» И если его в суматохе утащило толпой ночного шествия, которые лишь забавлялись, пугая людей, он не стал бы внезапно замолкать. Неужели столкнулся с опасностью? Но как бы принц не волновался, толку мало, он даже не знал, где сейчас находится повелитель ветров. Толпа к тому времени наконец присмирела, и Мин и тоже удалось выбраться из храма. Небесными чертогами установлено правило: запрещено злоупотреблять применением магических сил по отношению к простым смертным, а также самовольно являть свою божественную сущность. Если нанести вред чьей-то жизни или здоровью, все запишется на счет виновного небожителя. Для небесных чиновников, которые тщательно придерживались общепринятых норм, такое правило создавало некоторые затруднения. Не будь его, один взмах руки, и вся толпа улетела бы прочь вместе с крышей храма. Люди наконец-таки начали приходить в себя, послышались безумные крики, полные ужаса: «П пришло!» Что-то правда явилось, нечистая сила явилась, толпа бросилась в рассыпную, а Селянь обратился к повелителю земли: «Ваше превосходительство! Почему же вы не удержали повелителя ветров подле себя? Вы его видели?» В какой момент вы разделились? Мин и ответил: только что нечисть, пользуясь суматохой, нападала на людей. По всей видимости, Мин и заметил, что чья-то жизнь в опасности, и отвлекся, чтобы оказать помощь, но, расправившись с демоном, потерял друга. Селянь произнес: «Давайте скорее разделимся и поищем». Думаю, он не мог уйти далеко. Внезапно в сети духовного общения вновь зазвучал голос Ши Цинсюаня. Он громко хохотал: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Смех прозвучал весьма неожиданно, но все же являлся хоть каким-то ответом, и Селянь сразу же воскликнул: «Ваше превосходительство! Что с вами только что было? Вы вдруг замолчали, и я подумал, что вы в беде». Ши Цинсюань: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что вы, разве моему превосходительству так легко попасть в беду? Я просто намеренно шутил, чтобы вас испугать, вот и все, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мин Сюн, черепаший ты сын, как ты мог меня не удержать? Если я умру, непременно обернусь непревзойденным и явлюсь по твою душу, ха-ха-ха-ха-ха-ха». Мин и выкрикнул: «Перестань смеяться». Говори человеческим языком. Селянь уже понял, чем большее волнение, возбуждение или страх охватывает повелителя ветров, тем сильнее ему хочется смеяться. Вот и теперь он даже не остановился ни разу, выдал все на одном дыхании. Принц перебил: «Вы говорили что-то, открывали рот. Нет ли заметных изменений в самочувствии?» «Вы ему не сопротивлялись?» Ши Цинсюань ответил: «Не говорил». «Изменений нет». «Не сопротивлялся». Селянь подумал: плохо дело. Он обезумел от страха. Принц заговорил мягче и медленнее: «Очень хорошо. Послушайте меня, ваше превосходительство, все в порядке. Не нужно бояться, поддерживайте первоначальное состояние, притворитесь, что ничего не замечаете, а если хотите что-то сказать, незаметно сделайте это посредством сети духовного общения, мы услышим в любой момент. Только ни в коем случае не дайте твари понять, что вы уже знаете, кто он. Окружите себя легким ореолом божественного сияния, чтобы создать магический щит, который защитит вас. Так вы будете, по крайней мере, уверены, что не споткнетесь и не попадете в яму на ходу. А если на вас набросятся с оружием, вы также сможете это почувствовать». В голосе Ши Цинсюаня слышалось с трудом сдерживаемое желание заплакать: «Хорошо». А что потом? Селянь ответил: «Потом дышите глубже. Вот так. Еще несколько раз». «Ну как, стало лучше?» Мягкий тон принца и впрямь имел успокаивающее действие. Ши Цинсюань ответил: «Кажется, немного полегчало». «Спасибо, ваше высочество». Селянь попытался прощупать почву. «В таком случае, как вам кажется, если вы сейчас откроете глаза и украдкой взглянете на того, кто вас ведет, что будет, сможете ли вы выстоять?» Ши Цинсюань ответил: «Наверное, я умру».
Очевидно, стоит Ши Цинсюаню открыть глаза, и его чувство страха в то же мгновение достигнет пика, делая его вкуснейшим лакомством и наилучшей подпиткой сил для истинного башка-пустослова. После этого он, вероятно, растеряет всю способность к борьбе. Кроме того, вдруг, открыв глаза, он увидит перед собой морду твари, которая как раз вперит в него свой взгляд. Очень может статься, что величественный повелитель ветров изойдет пеной изо рта и скончается, подобно павшей звезде. Селянь заключил, в таком случае лучше все-таки держите веки сомкнутыми. Мин и спросил, в какую сторону он тебя повел, когда вы покинули храм ветров, и вот дело первостепенной важности сейчас — выяснить местонахождение Ши Цинсюаня. Тот с закрытыми глазами не видел, куда идет, но мог примерно сориентироваться в пространстве по количеству и ширине шагов, приблизительно распознав стороны света. Однако ответом последовало «не знаю». Мин, и даже этого не знаешь. Ши Цинсюань в гневе ответил, да кто в здравом уме стал бы запоминать такие вещи? К тому же, я ведь думал, что это ты меня ведешь, Хуачен тем временем, наблюдая за всем со стороны, уже настолько измаялся от скуки, что вновь переоделся в красное, затем опять в черное, а потом вовсе в белое. Почти каждый раз, когда Селянь поворачивался и смотрел на князя демонов, тот мгновенно преображался, меняя что-то в прическе, украшениях, обуви и других деталях. Иногда он выглядел приятно и игриво, иногда возвышенно и одухотворенно, иногда холодно и отчужденно, иногда ярко и роскошно. У Селяня уже рябило в глазах, но он все равно то и дело оборачивался, не в силах сдержаться. Поймав же себя на этом занятии, принц немедля подавил готовые сорваться с губ фразы «Вот этот наряд неплох, красиво», и вместо этого произнес «Постойте, постойте. Сейчас не время для препираний. Пока вы ссоритесь, каждая фраза — это один шаг повелителя ветров, а чем дальше он уйдет, тем сложнее нам будет его найти». Ши Цинсюань страдальческим тоном ответил, «Слушайте, вы что, правда не можете меня отыскать? Я прошел то чуть больше полусотни шагов, но уж никак не больше сотни, и к тому же мы передвигаемся очень и очень медленно. Не больше сотни шагов». Мин и сорвался с места, исчезнув на другом конце улицы. Но прошло совсем немного времени, и он вновь молниеносным вихрем очутился у ворот храма ветров, и вот. «Ничего, плохо дело». Селянь произнес, сжатие тысячи ли, воспользовавшись суматохой, истинный божок-пустослов утащил повелителя ветров из храма, а потом наверняка сразу же применил сжатие тысячи ли, чтобы вместе с ним перенестись в другое место. Иначе, если они прошли не более сотни шагов, их бы давно обнаружили. Но стоило применить технику перемещения, и они могли оказаться за многие ли отсюда. Кто знает, где они теперь. Сейчас найти повелителя ветров — все равно, что вылавливать иглу, упавшую в море. Ситуация не терпела небрежности. Сели немедля произнес, «Я отправлюсь в чертоги верхних небес и доложу о случившемся в сеть духовного общения». Ши Цинсюань же сразу остановил, «Погодите. Ваше Высочество, не нужно никуда отправляться. Вы обещали мне держать все в секрете, моему брату вскоре предстоит в третий раз пройти через небесную кару. Из всех трех это самое серьезное, ни в коем случае нельзя, чтобы он споткнулся на этом шаге». Мин и произнес, «Еще протянем время, и ты прямо сейчас столкнешься со своей карой». Ши Цинсюань в гневе ответил, «Я сказал «нет», значит «нет». Сколько пар глаз сейчас следят за моим братом? Эта тварь намеренно избрала момент, чтобы привязаться ко мне. Но у него ничего не выйдет. Пусть даже не думает. Пусть я умру, пусть сгниют мои останки, но откапывать их извольте только после того, как мой брат пройдет через небесную кару». Спустя некоторое время Мин и ответил, «Хорошо». «Хорошо», Селянь остро почувствовал в его голосе подавляемый гнев. Ранее принцу не приходилось замечать столь сильных эмоций от Мин. Пребывая в легком беспокойстве и не желая, чтобы эти эмоции развились в какой-то неприятный инцидент, Селянь обратился к повелителю ветров раньше. «Ваше превосходительство, та тварь, он все это время ведет вас за собой». Ши Цинсюань ответил, «Да. Он держит меня за предплечье».
Нет ли у него каких-либо отличительных признаков? К примеру, особая зловещая ци, необычный запах, ощущение от прикосновения, вроде того нет. Ничего нет. А какова обстановка вокруг? Например, под ногами у вас ровная земля или же вы ступаете по гористой местности? Может, вы наступали на что-то или запинались? Селянь хотел выяснить, нельзя ли по признакам окружения как можно скорее определить примерное местонахождение Ши Цинцюаня. Тот ответил, дорога очень странная. Мягкая, парящая, как будто я иду по облакам. Селянь подумал, наверное, у вас просто от страха подкашиваются колени, Ши Цинцюань из 5 чувств не мог воспользоваться 2, и потому очень сложно было получить от него какие-либо подсказки. Принц боялся, что на этом нить оборвется. И хотя рядом с ним все время находился Хуачен, который просто от скуки присоединился поглядеть на представление. Во-первых, он действительно присоединился к ним лишь ради забавы, Ши Цинцюань ему не друг и не враг, а сам он к тому же, личность из мира демонов, у него нет никаких причин протягивать небожителям руку помощи. Во-вторых, Селянь и сам не желал постоянно обращаться к нему за подмогой. Поэтому, успокоившись, принц произнес, обращаясь к повелителю ветров, «Ваше превосходительство, у меня есть один способ, которым можно немедля вызволить вас из лап твари. Но мне для этого необходимо ваше разрешение». Ши Цинцюань сразу ответил, «Хорошо, я разрешаю». Хуачен вдруг замер и спросил, «Перемещение души, что?» Селянь подтвердил, «Все верно». Именно перемещение души, как ясно из названия, являлось одной из техник замены душ. Моими глазами вижу то, что видишь ты. Подобная техника не относится к распространенным, поскольку, во-первых, сжигает бесчеловечно огромное количество магической силы, а во-вторых, крайне редко кто-то готов передать другому самое дорогое — право управления собственным телом. Хуачен сосредоточенно произнес, «ГГ, обдумай все как следует». Ши Цинцюань, но что, если вы столкнетесь с ним? Селянь, мне все равно. Я ведь его не боюсь. Мин и меняйтесь. Хуачен, однако, возразил, ГГ, еще раз хорошо подумай. Как вдруг Ши Цинцюань сказал, он остановился. Селянь, услышав, крикнул в сеть духовного общения, нет времени на раздумья, сейчас. Ши Цинцюань, стиснув зубы, ответил, доверяюсь вам, ваше высочество. Селянь, хорошо. Принц замолчал, закрыл глаза и сразу почувствовал, что тело стало непомерно легким, настолько, что готово воспарить ввысь, затем вдруг снова сделалось тяжелым, настолько, что казалось, сейчас провалится под землю. Все вокруг завертелось, а потом к принцу постепенно вернулось ощущение реальности. Он оказался в теле, глаза которого по-прежнему были закрыты. А уши не слышали ни звука. За предплечье его держала чья-то рука, которая не шевелилась. Селянь резко распахнул глаза, одной рукой вынул затычки из ушей, а другой ловко вывернул и сам схватил пленившего его истинного башка пустослова. «Как поживаете?» — с улыбкой произнес принц. Ши Цинцюань провел с закрытыми глазами слишком долгое время, а вокруг тоже царил мрак, поэтому Селянь не сразу привык к темноте, открыв глаза в теле повелителя ветров. Он ничего не мог разглядеть, но тварь, что его пленила, теперь оказалась у него в плену. Жаю с ним не было, и Селянь применил технику оков, чтобы словно стальными кандалами заковать руку противника, не позволяя ему вырваться при помощи магии. В сети духовного общения раздался оклик Ши Цинцюаня, «Ваше Высочество! С вами все в порядке, если не справитесь, давайте поменяемся обратно. Забудьте, лучше я сам». По всей видимости, Ши Цинцюань уже благополучно занял тело принца. Селянь, крепко удерживая истинного башка пустослова рукой, в одно мгновение отвесил Томус 3 десятка пинков, отвечая, «Все замечательно, только вот тело немного не слушалось, поскольку перемещение произошло секунды назад. Скоро привыкнет, и движения рук и ног принца станут еще более безжалостными». Ши Цинцюань произнес, «Ваше Высочество, я передам вам заклинания, при помощи которых можно управлять моими артефактами. Магические силы используйте, как вам заблагорассудится,
не стесняйтесь, не имея при себе меча. Селянь со свистом развернул веер повелителя ветров. Хорошо, Ши Цинсюань добавил, давайте я и заклинание принятия женского облика вам расскажу. В том обличии мои магические силы еще мощнее. Селянь решительно отказался. Нет. Без этого уже обойдемся, Хуачен серьезным тоном произнес. ГГ, скорее оглядись по сторонам и скажи мне, что это за место. Мин и возразил, нет, сначала скажите, что за тварь сейчас бьется с вами. К тому времени глаза селяня уже привыкли к темноте вокруг, принц сощурился и вгляделся в темную фигуру перед собой.